Всем привет, друзья! Но тут уже реально анекдот в реальной жизни происходит. Внимание, анекдот. Только Матвей травмировался, да, оторвал бицуху, так теперь еще и Фищук. И как травмировался-то? На принце из ласточки, вот это по-нашему. Ой, что-то ебануло, да, тут. Я, естественно, желаю Виталию быстрейшего выздоровления, восстановления. Но я думаю, у многих из вас возникает закономерный вопрос. Нахуй мне таке життя, бля. Нахрен делать этот стритлифтинг, подтягивание с дополнительным весом, эти элементы, если от них только одни травмы? Ну, на самом деле, далеко не все травмируются. Есть какой-нибудь там Лароса, Каменов, которые хреначат самолет 24/7 по 500 секунд, и ничего у них там не травмируется. Но все же есть более безопасные упражнения, элементы, о которых мы сегодня поговорим. Топ-5 безопасных элементов воркаута. Но даже в этих безопасных элементах есть подводные камни, о которых я сегодня расскажу. Также у меня сейчас видео топ-5 самых травмоопасных элементов воркаута. Этот выпуск вы можете посмотреть на Бусти по ссылочке в описании. Также я снял новый выпуск о том, помогает ли какие-нибудь спортивное питание, добавки в тренировке элементов. Что ж, начнем с простого. Первое место безопасные элементы — это просто выход на две. И любые другие легкие элементы. Там, подъем с переворотом, там, офицерский и так далее. Все эти элементы не вызывают серьезные нагрузки, которая может травмировать. И в принципе техника там относительно безопасна. Нет каких-то неправильных углов, да, выполнение упражнения, нагрузка вся идет равномерно. Нет перерастяжения, перенатяжения мышц и сухожилий. Знаете, приколюха есть. Иностранные атлеты очень сильно бомбят от выхода через одну руку. Они считают его там супер травмоопасным, и нельзя его делать ни в коем случае. При этом сами там хреначат самолеты, но выход через одну руку, ай-яй-яй, опасное дело. Хотели сделать настолько безопасно, что получилось опасно. Самое главное в выходе на две делать его подконтрольно. Да? Прокачайте взрывную силу. Не нужно делать там скиппингом, сильной растяжкой и так далее. Получается так, что ваши мышцы еще не готовы, вы не можете развить взрывную силу такую, чтобы сделать выход на две. Но за счет рывковой техники вы будете хреначить этот выход, а рывки всегда более травмоопасны, чем подконтрольное выполнение. Вторым безопасным элементом является стойка на руках. Нагрузка там небольшая, нет каких-то неправильных углов выполнения упражнения. Сюда же можно добавить и отжимания в стойке на руках. Одно но, да. Во-первых, это большая нагрузка на кисти. Если вы будете чрезмерно ими давить, то можете травмировать. Вы должны ловить баланс с построением линии тела, да, а не кистями. Вы не можете вес своего тела так выдавить. Еще безопаснее всего будет тренировать стойку на упорах. Так нагрузка на кисти минимальная и упоры низкие, так что там особо падать некуда. Еще один опасный момент стойки — это просто, что можно упасть, да. Ты чё, блин? Так что неподготовленному атлету лучше не лезть на брусья и уж тем более на турник. Если будете пытаться делать стойку на турнике, то используйте лямки. Потому что если вас вперед-назад крутанет, вы хотя бы не слетите с турника. И удержание стойки на упорах подготовит вас к стойке на брусьях. Третьим безопасным элементом является передний вис. В переднем висе есть нагрузка на прямые руки, но нагрузка идет не на бицепс, а на трицепс. А трицепс при распределении руки максимально сокращен и не натянут. У некоторых новичков, да, может быть там растяжение трицепса от этого упражнения, то есть я слышал про такие случаи. Но это связано с тем, что вы не прорабатываете именно вот эту амплитуду, да, нагрузки на прямые руки, на трицепс. В прошлом своем видео я показывал, какие упражнения нужно использовать, чтобы подготовить трицепс к этим элементам. Тогда проблем быть не должно. Второй момент, что я слышал, это травмирование ромбовидных мышц, ну и мышц спины. Связано это с тем, что часто люди делают чрезмерное сведение лопаток, то есть держат передний вис прям максимально так вот, сводя лопатки, да. Что создает дополнительную ненужную нагрузку, передний вис нужно держать со средним положением, то есть дополнительно не создавать усилия для сведения лопаток. Четвертым безопасным элементом является подтягивание на одной руке, но желательно выполнять верхним хватом и все выполнять подконтрольно, без каких-то рывков и так, резкого выполнения упражнения. То есть техника должна быть максимально плавная. Просто я знаю людей, которые тоже травмировали сухожилие бицепса на подтягиваниях на одной руке, например, там Ник Анисимов, да, у него там был частичный надрыв именно самого сухожилия от подтягивания на одной, ну вроде как. Но все же именно вот по статистике очень много людей делают подтягивания на одной, и очень мало кто на них получал какие-то травмы. Главное, выполняйте подтягивания на одной с правильной техникой. Про правильную технику я рассказывал в своей обучалке,
которую выпускал прошлым летом. Обязательно ее посмотрите, если не видели. Ну и последний, пятый безопасный элемент — это флажок. Во флажке есть равномерная нагрузка как на верхнюю и нижнюю руку, то есть одну мы толкаем, другой тянем. Естественно, тянущая рука, там есть нагрузочка на бицепс, конечно, но не такая уж значительная. Как минимум, я не слышал, чтобы кто-нибудь травмировался на выполнении флажка. Самое главное во флажке — это напрягать пресс, закрывать поясницу, чтобы все тело выстраивалось в одну линию. Если у вас будет провал в пояснице, если у вас ноги пойдут вниз, поясница прогнется, то будет, естественно, большая нагрузка на поясницу, на позвоночник. Из-за того, что вы просто не включили нужные мышцы в работу. Подобное, кстати, и на переднем висе происходит, когда люди пытаются удержать, не напрягают пресс, не закрывают поясницу, в итоге у них опять прогиб поясницы и нагрузка с мышц уходит на позвоночник. Но вот такой топ-5 сюда можно было бы еще добавить другие легкие относительно элементы, типа горизонтальный упор, ласточка. Но вот, допустим, в ласточке часто случались травмы, там локоть ломали даже, бицухи отрывали, но в ласточку нужно делать верхним хватом. Если нижним хватом, то идет нагрузка на бицуху такая же, как и в принце на 2. Напоминаю, что топ-5 самых опасных элементов вы можете посмотреть на Бусти по ссылочке в описании. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих выпусках. Пока!